Yeah, it is time to turn on subtitles. Приветствую вас, мои дорогие любители Азии! С вами снова я, Милена, русский гик, живущий на территории Кореи. И сегодня я уже, наверное, как полгода обещала снять это видео, поэтому я стараюсь выглядеть типа умно, да? Но да, из меня, конечно, учитель вообще никакой, но только если позитива, да? Вот, а вот с остальным нет. Я помню, что вы меня просили, я помню, что вы хотели, чтобы я преподавал какой-нибудь язык, но не, ребята. Есть другие люди, более квалифицированные, а я могу только подсказать вам кое-какие хинты, кое-какие штуки, типсы и, в общем, конштючки, которые могут помочь нашим мозгам хоть как-то это запомнить. У меня даже было целое видео, старое, как я не знаю, кто уже, наверное, лет 5, наверное, точно, где я показала свои учебники, которые я больше всего люблю, я показала, за счет чего я начала учить корейский язык, и если вы пропустили это видео, я оставлю его в описании внизу, а сегодня я буду разбирать мой любимый учебник. Да, мой любимый учебник. Как вы видите, он наконец-то вышел на русском языке. В оригинале я брала на английском, у меня все 3 части. Изначально они были на английском, на японском и на китайском. Какие еще помимо русского языка появились, я понятия не имею. Можете меня даже не спрашивать, потому что я, наверное, не заходила в книжный, ну, полгода точно, если не год. Но как минимум, да, я могу сравнить эти учебники с теми учебниками, потому что на русском языке, если я правильно понимаю, вышли вот эти 2 части. Это beginner и intermedia. И мне пристала моя дорогая подписчица, в общем-то, эти 2 учебника, чтобы я сравнила и сказала свое фи или вау относительно этих 2 учебников. И мне, черт побери, есть что сказать. Ну, начнем с того, что да, я здесь 6 лет учила корейский язык, и по большей части именно через английские учебники, потому что все, что я встречала на русском языке, это можно было просто вот стреляй-копай. В лучшем случае кое-какие гении тупо переводили именно этот учебник, либо кое-какие другие английские от тех же самых Talk to me in Korean, и делали типа, ой, это мой учебник. Я не буду тыкать пальцем на этих замечательных гениев, потому что перевод тоже стоит денег, и они запарились, они перевели для наших ленивеньких, поэтому спасибо хотя бы на этом. Жалко, что свою очень не придумали, но это уже, да, из разряда мы ж такие, да, колесо заново не изобретаем, я понимаю. И, как я тогда еще говорила, из всего того, что мне попадалось на глаза, именно эта серия учебников Korea Grammar in Use была самой идеальной для того, чтобы именно уложить в голове грамматику. Не ждите там хорошего набора слов, это вы набираете за счет других учебников, за счет других вещей. Здесь вы набираете непосредственно грамматику, вы учитесь ее пользовать, вы учитесь ее понимать и все такое. Но проблема в том, что я-то это учила на английском языке, и, соответственно, сейчас я это пролистала на русском. И первое, что я могу сказать, во всяком случае, в первом учебнике я столкнулась с такой вещью, как хреновая печать. Это вот, наверное, первое, что меня оттолкнуло от учебника, потому что даже по весу они очень сильно отличаются от оригиналов, как японских, китайских, так и, в общем-то, английского. То есть, если вы возьмете в руку английскую версию и русскую, они будут в весовой категории не только разница, как, в общем-то, и в размерной части. Если можно заметить, наш немножечко больше. Ну, нам там надо махнуться на русском языке, я это понимаю. И, соответственно, сама бумага является тому причиной, как, впрочем, и печать. Как вы видите, это просто бросается в глаза, и если, не дай боже, у вас проблема со зрением, я боюсь, через какое-то время вы просто начнете, ну, как минимум, раздражаться, к сожалению, потому что, ну, это очень сильно, как бы, действует на глаза, давит, потому что такое ощущение, что ты смотришь 3D-картинку, которая, ну, не совсем 3D, и это, причем, постоянно только на хангыле, то бишь на корейской речи, иногда на картинках. Я не знаю, видите это вы или нет, но как бы меня это дико и ужасно раздражало, что я долго не могла, в принципе, вчитываться и вдумываться в текст. Вторая, наверное, это уже чисто лично моя, наверное, проблема из этого первого же учебника. Как бы, когда ты уже слишком много знаешь, ты начинаешь зацикливаться на каких-то вещах. И когда я прочитала одну и ту же главу, я в английской версии гораздо больше поняла, чем на русском языке, потому что я до такой степени, видимо, привыкла уже переводить с английского в какое-то свое понимание
русского, что читая уже простые русские вещи, ну или не совсем простые, я просто запуталась. И я не поняла, почему они не досказали то, что, по идее, здесь, в общем-то, сказали, и потом уже сделали ссылку на, типа, более углубленное, посмотрите в той голове. Для меня это был небольшой конфуз, хотя все остальные, кто все еще помнит русскую грамматику, как минимум азы из школы, не боитесь, вам будет в самое то. Все будет хорошо, вы не запутаетесь, у вас не будет вот этого взрыва мозга, что что-то тут не хватает, что здесь что-то не так. И самое главное, то, что ты помнишь все это только по каким-то наитиям, и объяснить сам себе уже не можешь, что это. Поэтому, да, придется явно сделать такой углубленно быстрый курс русского языка, и ничего с этим не поделаешь, к сожалению. Не, ну я, конечно, понимаю, что, скорее всего, это все, что я могу сказать плохого о русском учебнике, потому что, как таковой, все вроде бы уложено по полочкам и нормально. Да, из-за качества бумаги вы особо там не подчеркаете, не поподчеркиваете, как, например, это было бы в английском, как говорится, учебничке. Но что поделаешь. Тем временем второй учебник показал себя в этом плане, в плане печати, гораздо лучше. То есть там уже не было вот этих раздвоенных каких-то линий, такое ощущение, что ты смотришь 3D-картинку, которая на тебя сейчас набросится, раздражает твое зрение, выводя тебя из себя. Ой, не надо меню из себя выводить, товарищи, вот это я очень не люблю, правда. Здесь, конечно, уже печать гораздо лучше. Ну, может быть, там была первая партия, на которую как раз я и попала, вот, но я не уверена, потому что я была в Москве, я брала в руки первый учебник, и могу точно сказать, что явно не первая партия была напечатанная, и качество было все тоже. И это печалька. Здесь, слава богу, лучше, но опять же весовая категория другая, соответственно, бумага другая, соответственно, особо не подчеркаешь. И, конечно, наши тоже прикольнулись, усложнив русский язык в плане объяснения. Понимаете, не все же у нас филологи там или учителя русского языка, ну так. Но это только чисто мое мнение, потому что я уже такой, знаете, старый эльф, да, дракон перламутровый, которому, конечно, хочется что-то попроще, полегче, но я остаюсь при своем. Учебник потрясающий, и если вы вдруг, ну, прям совсем не в ладах с английским языком, но как минимум в ладах хотя бы с родным русским, тогда эти два учебника вам точно помогут поставить грамматику. Называется «Где вы были 6 лет назад, товарищи?», когда мы учились по неправильному вунгвангу, нам приходилось целый год заново переучиваться. Тут хотя бы более-менее все верно. Я, конечно, не проверяла досконально каждое слово. Этим я займусь уже, когда начну непосредственно повторять уже по этим учебникам, если я смогу это сделать, потому что вы не поверите, реально, мне на английском почему-то проще. Вот, и надеюсь, что выйдет последняя, третья часть, так называемый 5-6 ГИБ, потому что здесь у нас 1-2, 3-4, а 5-6, конечно, фиолетовый уже учебник, и коли он и выйдет, все, товарищи, вы будете вооружены как минимум на сдачу топика, ну, чуть-чуть, прям самую малость, по грамматике. А все остальное в плане слов уже другие учебники. Ну и как бы напоследок, я думаю, конечно, в плане удобства русского языка это, конечно же, русская версия. В плане удобства подчеркать, поподчеркивать и так далее, фломастерками и так далее. Я, конечно, выберу именно вот эти учебники, потому что ну, там хотя бы не будет это просвечивать на другую страницу, а то еще и перепечатываться на третью. К сожалению, да, печать имеет значение, особенно с учебниками, особенно если ты любишь в них немножко почеркать и сам себе какие-то выноски сделать. Ну, как я вот здесь, да? Можно заметить мои какие-то почеркушки. Я все еще считаю, что это на данный момент самый лучший учебник для изучения именно грамматики корейской, потому что там все самое базовое, все самое ходовое, даже сейчас. При условии того, что языку свойственно меняться во времени. Если вы об этом не знали, я вам это сообщаю. Теперь вы в курсе. Раз в 2 года в языке происходит минимум какие-то изменения. Я даже сейчас могу заметить за счет того, как разговаривают друзья, соответственно, корейцы, и что они чаще начинают использовать, потому что в каждый период, в каждом годе у них какие-то пара-тройка слов, они становятся как ходовыми, и пара-тройка грамматик становятся прям такими, прям вот надо вот обязательно эту грамматику вставить. Надо, не надо, я все равно ее вставлю. Что же говорить о том, как они это все используют и в криф, и в кось. Но остается только одно неизменно. Это база. А это база.
Так что, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, что вы не побоитесь, соответственно, это дело купить. Нет, мне никто не платил за то, чтобы я сделала рекламу, это так, на минуточку. Я просто советую то, что помогло мне. Вы меня знаете в этом плане. Так что, пожалуйста, если теперь вам стало яснее покупать, не покупать, пользовать, не пользовать, я думаю, это видео явно прояснило все. Учебник идеален. Ну, наверное, мне надо русский язык повторять, чтобы смочь им пользоваться. Ну что же, на этом все. Не забудьте подписаться, не забудьте поставить лайк. И да, шарьте с друзьями, показывайте там всем подряд. Не забудьте много комментариев. И, конечно, колокольчик тоже не забудьте. И да, дорогие мои, готовьтесь к тому, что все-таки учить нужно не только русский язык, но хотя бы еще парочку-троечку других. Так, чтобы мы наконец смогли завоевать мир. Понимаете? Это все ради завоевания мира, родные мои. Ну что же, увидимся в следующем видео. Пока-пока. Знаю, долго заняло. Очень долго заняло время, но, во-первых, мне надо было пролистать это все хоть как-то, потому что читать было очень тяжело, и не то чтобы у меня проблемы прям со зрением, но раздражало очень дико.